Скажи, пожалуйста, как ты приняла приглашение от телеканала и много ли усердий у тебя заняло решение, согласиться или нет? Это такое предложение, от которого отказаться невозможно и не надо. Это глупо. И это большая честь, и это приятно представлять свою страну на Евровидении. Была ли у тебя возможность внести какие-то коррективы, может быть, пожелания по стилистике или по жанру, или по тематике по какой-то? Нет, все как-то решения принимались очень органично, очень совместно. У нас чудесная команда большая. Вот, были варианты песен, все остановились на этой, поэтому... Какая была первая реакция на песню «A Million Voices»? Я всегда очень спокойно реагирую на песни, когда их получаю, потому что я не знаю, как я их спою. Вот. Ну, то есть мне надо сначала их как-то под себя подстроить. Вот. А после первых впеваний как произошло все? Дело в том, что у меня на это было, собственно, я сразу приехала в студию, мне надо было сразу и записать, и сразу хорошо, у меня не было вариантов. Вот, как-то это было все ночью, потому что график был просто адский, и поэтому, поскольку она сразу получилась хорошо, вот, я поняла, что она мне очень подходит по текстуре, по настроению, как-то вот она вот так раз и вышла из меня, поэтому собственно, наверное, поэтому ее и выбрали. Автор твоей песни Леонид Гудкин и его команда сообщали ранее о том, что они для телеканала предоставляли 3 песни, и из 3 песен была выбрана именно «A Million Voices». Слышала ли ты остальные 2 песни? Может быть, они были предложены тебе в репертуар, услышит ли их слушатель? Вряд ли, наверное, их услышать. Твой слушатель? Да, Тавтология. мой слушатель, потому что это не мои песни, но я честно записала каждую из них. Вот, и это был абсолютно честный, собственно, бой, и выбирались только вот настроения, какие-то вот интонации буквально. Планируется ли русскоязычная версия песни «A Million Voices»? Вообще-то на нее уже есть слова, достаточно неплохие, мы кое-что корректируем, просто из-за катастрофической нехватки времени сейчас просто об этом думать некогда. Ты сотрудничаешь на постоянной основе с музыкальным продюсером и твоим постоянным автором Константином Меладзе. Участвует ли он в подготовке номера для Евровидения? Дает ли какие-то советы по подготовке номера, по тому, как тебе стоит спеть? Нет, вы знаете, он полностью доверяет мне и Первому каналу. Это большое доверие. Расскажи немножко про свою команду. Может быть, назовешь имена, кто с тобой поедет вместе в Вену? Со мной едет моя правая рука, голова и все остальные части, которые у меня есть. Татьяна, моя директор, потому что она отвечает за все, кроме пения и, собственно, какого-то моего образа. И тут даже в этом мы принимаем, ну, то есть мы такие партнеры в этом плане. Она всегда со мной. Естественно, команда Первого канала, она огромная. Во главе нее стоит Юрий Викторович Аксюта, который говорит все как бы направляющие пожелания по номеру. Это режиссер Алексей Голубев, которого тоже отобрали среди нескольких, но это была моя просьба, потому что мы работали с ним в «Крокусе». Также он снимал мне клип для Евровидения. И вот мы вот этот год как-то с ним так очень удачно начали. И я подумала, что вот решение о Евровидении, то есть именно, что режиссура должна быть именно его, вот все как-то на этом согласились, сошлись, поэтому это он, а также вся моя огромная семья. Ты уже говорил это в других интервью, да. Я думаю, что сценический номер это по-прежнему остается секретом, но я думаю, что ни для кого не секрет, что в песне достаточно мощная партия бэк-вокала и должны быть живые бэки. Расскажи, будут ли они с тобой и будут ли они на сцене, за сценой, как их зовут? Это тоже принималось участие. Как их зовут, я вам не скажу, потому что я очень плохо запоминаю имена. Сейчас скажу почему. Потому что я их увидела сегодня. Собственно, со встречи, с которой я ехала. Вот. Мы долго принимали решение, что это будет за коллектив. Или иностранный, или это. Но получился достаточно международный коллектив. Еще 2 человек я не видела. Вот. Первые здесь. Все будут петь, даже музыканты будут петь. Вот. И единственное имя, которое могу назвать из девушек, это Александра Белякова, которая принимала участие в «Голосе». Хорошо. Ты недавно посещала Австрию, это был твой первый визит. Какие самые яркие впечатления от Австрии? Ой, чудесные абсолютно. К сожалению, нельзя многого открывать.
Вот, они очень, не знаю, суеверные или нет. Хотя, мне кажется, это такая реклама, рассказать, где я была. Мне кажется, туда ринуться какой-то неиссякаемый поток туристов. Ну, коль уж они не хотят, ладно, не будем. Но в профайле вы это увидите, собственно говоря, где я была. А также я была в Зальцбурге, и я была сначала в Инсбруке, потом в Зальцбурге, и потом приехала в Вену. То есть у меня за 3 дня, за один день я проехала 3 города. Это действительно фантастика, и это одно из больших достоинств Европы, что можно за один день побывать в 3 разных городах. Вот так вот. Это, да, действительно большие эмоции. Знакомилась ли с песнями других участников? Что слышала и есть ли какие-то предпочтения? Что нравится? Мне нравится девочка в наушниках. Понятия не имею, что это за страна, и не могу это запоминать. Для меня очень сложно запоминать, кто есть кто. У меня большая проблема с именами. Вообще, с словами. Для этого есть Да, Татьяна. да. Вот, и я могу так по образам сказать. Мне очень нравится Германия, мне нравится... Мне кто-то еще нравится, знаете. В общем, мне все нравятся, ладно, так это будет честно. Большое спасибо Спасибо. за Евровидение. Мы будем болеть за тебя, Спасибо. переживать и желаем тебе всяческих успехов. Да, просто.